на сцену приглашается Кевин Eastman и Руслан Купец. Кавабанга! Я приехал сюда прямиком из Калифорнии. Now we have a slideshow. I don't know if it's going to show up. У нас подготовили слайд-шоу, сейчас оно включится. Кевин! Так. Да. Секундочку. Normally I have a slideshow with a little history, but see that soon maybe. Изначально я подготовил слайд-шоу с историей становления черепашек, скоро оно должно появиться, включиться. You know that turtles are now 34 years old? 34? Вы знаете, что черепашкам уже 44 года, 30-40 лет. So I'm feeling very old with all my young fans here. Видя своих юных фанатов, я чувствую очень старым. Yeah, I have. We have pictures. У нас есть экран. Yeah. This was the first cover of the Turtles ever drawn. Это первая обложка нашего самого первого выпуска. When I was growing up reading comics, my hero was Jack Kirby. Когда я был маленьким, я читал комиксы, увлекался комиксами, моим героем был Джек Кирби. He inspired both Peter and I to want to draw and tell stories. Он вдохновлял и меня, и Питера для того, чтобы писать и рисовать свои собственные сюжеты. This was the house. We were very poor. This was the house in New Hampshire we drew the first turtles in. Мы были очень бедными, и это наш дом в Нью-Хэмпшире, где мы впервые нарисовали черепах. As a joke, you know Bruce Lee? Bruce Lee? Все знаете Брюс Ли? Big fan of Bruce Lee. Я большой фанат Брюса Ли. I thought if Bruce Lee was an animal, what would be the silliest animal? Я подумал, что если бы Брюс Ли был бы животным, то какой бы самый глупый вариант животного он мог быть? So I drew this. Поэтому я нарисовал это. Actually, go back one, Courtney. This is the chair. This was my drawing table. Это мой стол. It's a comfy chair with a lap hole. Это был, собственно, кресло и столик. So I drew this, and then Peter laughed, and he drew this. Я нарисовал это, затем Питер рассмеялся и нарисовал вот это. Very different, yes. Очень сильно отличается, правда? So I had an idea if there could be one, why not four? И я подумал, что если есть одна черепашка, почему не сделать 4 штуки? So I drew this. Поэтому нарисовал вот это. So we thought this was the dumbest idea we ever heard of. Мы подумали, что это, наверное, самое тупое, что нам в голову приходило когда-либо. We had no work. Нам особо нечем было заняться, у нас не было работы. So we said we're going to create our own story how the turtles became the turtles. Поэтому подумали, почему не создать собственную историю, где эти черепашки были бы подростками-мутантами, ниндзя-черепашками. A lot of people ask where the names came from. You know the names? Многие спрашивают вообще, как нам пришло в голову назвать их так, как они названы. Как их зовут? Напомните, пожалуйста, ребят. I was a big fan of art history. Я был большим фанатом истории искусства. This was my tribute to Leonardo da Vinci I did in high school. Это трибьют, собственно, Леонардо да Винчи, который нарисовал в школе. Давайте похлопаем, ребят. So when we wanted to come up with the names,
Asian names not silly enough, American names not silly enough, so Renaissance painters were the names. Поэтому подумали, так, надо их как-то назвать. Называть их азиатским именем не очень смешно, называть их американским именем не очень смешно, поэтому назовем их именами художников эпохи Возрождения. This is the very first appearance of the Turtles, Peter and I. Это самое, собственно, первое появление черепашек меня и Питера. May of 1984. В мае 1984 года. And I was 50 pounds lighter. Я на 20 фунтов весил поменьше немножко. Great mustache. What's that? Great mustache. Yeah. So I could grow. This was Peter and I meeting our hero Jack Kirby for the first time. Здесь, на этой фотографии, мы с Питером впервые встретили нашего кумира Джека Кирби. My favorite was Commanding, Peter's was the Demon. Любым произведением Джека Кирби моим был команде, собственно, Питера был демон. Yeah. This is, you know Casey Jones? Знаете Кейси Джонса? Yes. The first human character was April. Yeah. The second первым персонажем, человеком в данном комиксе был Эйприл, а вторым уже Кейси. My favorites of all the turtle characters, human characters. По сути, это, наверное, самый любимый персонаж из всех персонажей. This was the first color cover we did of the Turtles in 1985. В 1985 году мы нарисовали эту обложку. Это обложка, первая обложка черепашек в цвете, которую мы делали. This was a homage Star Wars. We are huge Star Wars fan. Мы большие фанаты Звездных войн, и это омаж, собственно, на бары Звездных войн. And you look, like the medical robot down below. Внизу вы видите, собственно, можете найти робота оттуда. We did, but George Lucas wouldn't sue. Мы сделали всего лишь одного персонажа, чтобы Лукас нас не судил. This is one of my favorite drawings from the first Turtle series Peter and I did. Это, собственно, это мой любимый рисунок из нашего первого произведения с Питером, кстати, черепашка. Because it captures the heart and soul of the Turtles, which is family. It's all about family. Потому что здесь очень хорошо отображается основная мысль, чувство среди черепашек, это чувство семьи. Они, как вы, все моя семья. Do you remember these toys? Помните эти игрушки? These were the first turtle toys, and this was the first time we saw them in 1987. В 1987 году мы увидели эти игрушки, собственно, впервые мы увидели мерчендайз, игрушки по черепашкам. Yes. Then we have, you guys see the movies? Вы фильм видели? Yes. To me, the favorite turtle movie will always be number one. Для меня самым любимым фильмом по черепашкам будет самый первый фильм, который делали. So we thank Steve Barron, who directed it, and Jim Henson, who brought our characters. Спасибо Стиву Баррону за то, что, собственно, срежиссировал, и Джиму за то, что сделал черепашек живыми на экране. This is me on set before I had tattoos and I was thinner. Это я, собственно, на съемочной площадке, у меня еще не было татуировок, я был немножко худее. Но усы были. This was my favorite, bringing Casey Jones to life. Собственно, это мой любимый момент, это Кейси Джонс на экране. The actor was Elias Koteas, and he was my favorite Casey. Исполнял Elias Koteas, мой любимый Кейси Джонс. You guys watch the new Nickelodeon Turtles? Смотрите мультсериал Nickelodeon? Yes. 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 It's my favorite version of the Turtles, mainly because, let me see this next. Oh, I love how they reimagined our turtles. Мне очень нравится данный вариант, собственно, изображения черепашек. Мне нравится, как они переосмыслили данный черепашек. Анимация самих черепашек, анимация Кейси Джонса, только не выглядит. But the most important character is Ice Cream Kitty. Самый важный Ice Cream Kitty — это самый важный персонаж. I do the voice of Kitty. Кстати, я был голосом Ice Cream Kitty. Very tough job. Yeah, I heard it. Давайте похлопаем, что вы? One of my favorite besides the original that Peter and I did. Мои любимые версии комикса, помимо той, что мы делали с Питером.
the Mirage series, but I love W Comics. Для Mirage, собственно, Studios. Но мы еще и сделали для ID Dub, как говорят. The Americans I've been doing. It's a beautiful Russian. Это, собственно, издание американское, но мне очень нравится издание, которое было издано в России. Оно прекрасно. Кстати, это правда. Да, ему очень нравится, что издание как делали. Some more inside? Yeah, already. Fantastic. This is behind the scenes. I work with my work with Simon Bisley. That's pencil and then it's painted. Тут небольшой, собственно, переход работы. Это когда я работаю с Саймоном Бисли, собственно, скетч, наброски и цветя картинка. Yes. This is a very special piece. Do you know Robert Rodriguez? Вы знаете директора Роберта Родригеза, да? Ну давайте, кричите, кто знает. City, everything. Город грехов и так далее. I penciled it and Robert inked it in his color. So this is the original Robert Rodriguez's first comic cover ever. Это первая обложка от Родригеза, которая, в принципе, у него была. Я нарисовал его на скотче. How's the turtle? Он обожает. We love Robert. Мы любим его. Last year we helped his sales were slumping. Он decided. No, this was when I was growing up. I loved my characters were Daredevil. Когда я был маленьким, моим любимым персонажем был Сорвиголова и Бэт. So when we did the crossover, поэтому когда мы сделали, собственно, я молился на него. Love Batman. It was a great series. Обожаю Бэтмена. Just being able to do the Shredder fighting Batman was a dream come true. Для меня, собственно, исполнением желаний стал тот факт, что я нарисовал драку Бэтмена и Шреддера. This was my idea for if they ever do a second series, make Turtle as Robin. Если я буду делать, собственно, вторую линейку, черепашки станут. I don't think they won't do it, but I think it was funny. Не думаю, что мне дадут, но, в принципе, идея забавная. Write them letters in Russian. Пишите на русском сообщение, чтобы разрешили. Robin. I have some new series coming out this year. One is called... В этом году выходит еще одна серия от меня под названием Los Angeles, Потерянный ангел. Question here? What? These are some of the pages from this. Вот парочка страниц можете видеть здесь. Next is... Да, давайте, ребят, новая работа от Кевина Истмана. Что вы? I love turtles, but you have to do other things sometimes. Да, я люблю черепашек, но иногда нужно сделать что-то другое. I did a story last year for Turtles Universe, the cover. Для Turtle Universe я подготовил, собственно, кое-что. Вот обложка. And I got to work with Kevin. You know Bill Sienkiewicz? Yes. Да, я работал с прекраснейшим художником Биллом Синкевичем. He was a hero of mine, so it was great to do a story, backup story in the comic for that. Он был моим кумиром, поэтому, собственно, было очень классно сделать с ним историю. Yeah, that's oh, these were after we did the Turtles, grown-up Turtles, Batman Turtle crossover. We did an animated one. Поскольку мы сделали кроссовер с Бэтменом, мы еще сделали... It will be, yeah? Yeah, it's gonna be. It's gonna be. Yeah. Oh my god. Будет еще и анимационный кроссовер с Бэтменом. Yes. That's a treat, a sneak is for you. Только для вас, никому не говорите. And for Jack Kirby's 100th birthday anniversary. В этом году, во-первых, ребят, похлопаем. Кто любит Джека Кирби, похлопаем в этом году. Yes. С юбилей 100 лет. Поэтому я решил перерисовать обложку Тора, только вместо Тора там черепашки. This is a character that's coming out this year. A new character in the Turtles universe called Jaguar. You'll see her in new issue. Jaguar. В этом году, собственно, будет новый персонаж во вселенной черепашек. Это под именем Егор. По имени Егор. I love to this slideshow with this is what they looked like in 1984. В 1984 году вот как выглядели черепашки изначально. This is what they look like now. И вот как они выглядят сейчас. Yeah! That's it. So what I
to you is that I'm standing up here, have amazing job and experience with you because of fans like you. Couldn't have done it without you, and I thank our friends for bringing us here, and we're so happy to be here in St. Petersburg with you. So thank you very, very, very. Думаю, переводить не стоит. Благодаря вам у него такая прекрасная работа, такой прекрасный род деятельности, и все это благодаря вам. Спасибо огромное, ребят. Спасибо. Thank you. Помахайте фотографию. Thank you. Спасибо. Now, if anybody has any questions. Ребят, если есть вопросы, можете задать. У нас, к сожалению, времени. Подождите. У нас времени еще немного осталось. Хотя нет много. We have plenty of time, but maybe 5 questions. Yeah. Ребят, 5 вопросов. Потому что, почему 5? Завтра у него панель, у Кевина. Вопросы-ответы. Целая панель этому посвящена. Поэтому подходите к сцене, давайте. Я вижу раз, два, вы второй. Еще 3 вопроса давайте. Так, сейчас вот по очереди я видел. Сейчас, давайте. Kevin Eastman, you know John Vasquez? You know John Vasquez? Давай еще туда так же снять. Vasquez? I think yes. Да, думаю, да. Is he? What's he from? Откуда? Он ваш друг? Wait, no, invite him. John Vasquez. I know him very well. I'm a big fan of Jonas Rourke. I love Invader Zim. Я большой фанат Инвейдера Зима. And he directed a new Turtles animated short that's coming out this year. Он еще срежиссировал короткометражку, анимационную короткометражку по черепахам. Так, второй вопрос, давайте, вы понимали. When are you planning to finish fourth volume of Wario? Of Turtles? Yeah. Let's see, 1, 2, 3, 4. I think it's coming out now. Который сейчас выходит. No, I think we, because it's, you know, in publishing we think we're already like 6 months ahead. Yeah. So I think they finished it, so I think it's going to be released in the next month or 2. Okay. So the fourth volume. Okay. Yes. Собственно, мы смотрим на полгода вперед, и в течение нескольких месяцев будет понятно, мы уже поймем, когда будет конец. Еще. Похлопаем, да, ребят. Когда еще Кевин Eastman ответит на ваши вопросы? Так, вот вы отчаянно тянете. Я специально приехал в другой город ради этого вопроса. Я бы хотел узнать, что вы думаете по поводу фильмов, которые снимал Майкл Бэй про ваши книги. Be sincere. I like the second one very much. Мне очень нравится вторая часть. Because it had Bebop, Rocksteady. Потому что там есть Бибоп, Рокстеди. You like the first one better? No. No. I don't think that. Booyaka Kaka. Booyaka Kaka, yeah. No, it's difficult because that's not the way, I would not have done the movie the way he did it. I think but the second one with Bebop, Rocksteady, Casey Jones, and Krang was much better. I thought it was more... Первую я бы сделал немножко по-другому, если бы делал, а вот вторая хороша, потому что Бибоп, Рокстеди, Кейси Джонс. What do you think about Casey Jones actor? Is an actor? Yeah. The actor of Casey Jones. What do you think? I like him. Queen. He's a great actor as the Arrow. Yeah. But I felt собственно, как актер исполнительной роли Стрила, он прекрасен, но мне кажется, что режиссеры не совсем правильно подали его персонажа и, собственно, как-то так. Окей, давайте еще 2 вопроса. Вы сказали, что у вас был Марвел любимый персонаж сорвиголова, а будет ли кроссовер черепахи сорвиголова? That would be my favorite. I would love we're thinking Daredevil Turtles. What do you think about Deadpool Turtles? Yeah, that would be awesome.
They probably wouldn't let us do it, but I would love Deadpool. But Daredevil, awesome. It's my favorite character. Так, и вот мальчик чайно, простите. Последний вопрос. А какая ваша любимая черепашка-ниндзя? What is your favorite turtle? April. April. No, it's tough because Michelangelo, he was the first one drawn. Он был первый черепашку, который нарисовал. But I love them all, they're all my children, so I все love мои them. дети, поэтому я люблю их одинаково. Yeah. So I think that... Ладно, ребят, в принципе, у нас время еще есть, да? Так что давайте еще вопросы. As soon as we finish, we'll go backside. Если вы сделали черепашек ниндзя по подобию Брюса Ли, мастера Сплинтера в честь кого вы сделали? Lee is Splinter. Jet Li? Jet Li. He kicks some serious butt. Lee or John Goodman? Почему черепашка в начале комикса 4 красные? Very good question. Отличный вопрос. The original comics were in black and white. Вначале комикс был черно-белым. And we always could tell the turtles apart by their weapons. Да, и мы, собственно, задумали, что черепашек будут различать по их оружию. So when I painted the first cover, thinking, I just them red. Поэтому, когда я рисовал первую обложку, я даже не задумался о том, что их нужно делать разного цвета, поэтому рисовал их красными. It wasn't when we changed them when they. Да, мы изменили это. Okay. Мы изменили мультики, потому что, чтобы их хотя бы так различали. Еще вопросы? I think that's one. You want to just use and share this one? Firstly, I'm so sorry for my bad English, but I must say this. What was happening in the moment when you created the Teenage Mutant Ninja Turtles comics? Why turtles? Я думаю, он уже ответил на этот вопрос. Почему черепахи, да? Yeah. What was happening when you... Like, I worked in a restaurant. Да, я работал в ресторане. I was a big fan of Bruce Lee, and I was trying to make Peter laugh one night. Я был фанатом Брюса Ли, я очень хотел рассмешить Питера. And so I thought if Bruce Lee was an animal, what would be the silliest animal? So I drew them as a turtle. Я подумал, какое самое глупое животное на роль Брюса Ли можно придумать, я нарисовал черепаху. Вот, как так. And 5 minutes. I finally gave up on the mustache. It wasn't coming in. Okay. So, yes, and just say to finish that question, nobody would hire us to do drawings, so we just published it ourselves. Ну, собственно, в тот момент никто нас не нанимал на работу художника, поэтому мы решили издаться сами. And thanks to you, 34 ladies, I'm here in St. Petersburg. И благодаря вам, спасибо большое. И благодаря вам, спустя 30-40 лет я приехал. Раз. И продублирую. А будут ли когда-либо... Да, будут ли когда-нибудь добавлены черепашки ниндзя? We tried that once with Venus, and everybody was like...
So maybe one day, but it has to be the right kind of story. Мы уже пытались добавить одну черепашку по имени Венера, но как-то народу очень понравилось. Возможно, когда-нибудь, когда доведется написать подходящую для этого историю, почему нет? We'll make them from Russia. Она будет из России. Я слышал то, что будут новые черепашки. Вы будете участвовать в их создании? The new series in 2018 is going to be an animated series, but I helped write some of the stories. I did a lot of work on it, so it'll be a new version, but still the same part. Да, в 2016 году будет новый мультсериал. Я написал там уже несколько сюжетов. Помог при создании. Это будет немножко другое видение черепах, но сердце и душа останется та же. Вы бы хотели, чтобы черепашки существовали в реальной жизни? Oh, that would be awesome! I could bring them to shows with me. They could carry my luggage and help and get pizza. Я бы возил их на шоу, они таскали мой багаж, как бы приносили пиццу. Здравствуйте. Так как уже появился комикс и кроссовер черепашек с Бэтменом, как вы относитесь к такой тенденции, если бы там был кроссовер, например, черепашки против чужих, против хищников? Вы бы хотели как-то способствовать в создании такого комикса? Yes. But in Aliens, Predator, Star Wars, all in once. Да, но при условии, что там будут чужие, хищники и герои Звездных войн. It's always sad to see a series end, especially one of my favorite series, Ice Cream Kitty, most important, of course. Kidding. No, it was a wonderful series. I'm very sad to see it end. I actually wrote an episode. I wrote an episode called Lone Rat and Cubs, which is going to show baby turtles. That'll be out this year. Can't wait for you to see it. Да, мне было очень грустно все-таки видеть и смотреть. Очень грустно, когда заканчивается твой любимый сериал, но я написал одну историю, которая тебе точно понравится. Привет, скажи, пожалуйста, а как зародился идея создания? Ребят, давайте это будет последний вопрос, потому что начинается дождь, как бы, и завтра у нас Q&A. Вот, простите, пожалуйста, всем, кто не успел. Do you know this story? Yeah. No. The shredder came from washing dishes. What was that? Шреддера мы придумали, когда мыли посуду. Peter's wife used to cook our food, and Peter would wash the dishes and I would dry them. Жена Питера, собственно, приготовила нам поесть, мы поели. Питер мыл посуду, я занимался сушкой. Я сушил посуду, вытирал. So I was drying a cheese grater, metal rectangular cheese grater, slipped my hand into it, so it had all the... Собственно, я очищал терку, я надел терку на руку. Помните, что у терки вот такие вот лезвия? So I was like, would you imagine a bad guy that had this for a weapon, he would like shred your skin off? Я сказал, представь себе вот злодей, у которого будет вот такое вот оружие на руках, которое кожу людей, когда будет подходить к ним.
So the shredder came from doing dishes. Так появился шредер. Собственно, мы мыли посуду. Спасибо. Yeah, I think that's it for today. We're going to be back signing very shortly. Ребят, мы вернемся и Кенни-будет все подписывать. Раз, два, три. Вот, сейчас небольшой перерыв, ребят, через 20 минут, думаю, у нас хоть отдохнут немножечко, и можете подходить и по очереди вставать в линию. Спасибо вам. Most of all, I want to say thank you, thank you, thank you, St. Petersburg. I love you. Thank you so much. You're awesome. I'll see you soon. Скоро увидимся. Bye.